Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный топ. Вяжется он достаточно просто. Он состоит только лишь из двух абсолютно одинаковых деталей. Это чашечки, из которых автоматически вытекают лямки. И вот эта вот часть нижняя, которую вы можете вязать до нужной длины, тем самым получить из топа какую-нибудь длинную полноценную маечку. Для этого топа я взяла Gazal Baby Cotton XL в 50 граммах 105 метров. Состав 50% катон, 50% акрил. Мой цвет 34-43. У меня ушло ровно 3 мотка без остатка. В принципе, я и не хотела больше докупать, поэтому вот у меня получился такой короткий топ. Почему я взяла такую пряжу потолще? Если вы будете вязать точно такой же топ, например, из какого-нибудь ярн-джинса, там, где у нас ниточка потоньше, вы заметите, что он сидит чуть-чуть по-другому. То есть я хотела такой эффект корсетика, чтобы он хорошо держал грудь. Он, кстати, не просвечивает, можно носить без бюстгальтера. А чем толще пряжа, чем плотнее мы вяжем, тем самым изделие получается такое более плотненькое и хорошо сидит на фигуре. Я вязала крючком номер 4, самый оптимальный для моего варианта. Вы можете попробовать 3,5, 4, 4,5. Посмотрите, нравится ли вам вязка, которая получается у вас. Начинаем вязание. Нам нужно связать две абсолютно идентичные вот такие детали. Посмотрите, какая классная чашечка получилась. Вот здесь вот такие плавные изгибы. Вот здесь классное соединение вот этих вот укороченных рядов. Я вспомнила, как мы вязали вот эти варежки. Там принцип точно такой же. Вязание укороченными рядами для того, чтобы получить вот такой мысик красивый. И я подумала, почему бы не применить точно такой же способ, например, в топе. Также еще такой момент: здесь на плечике у нас не будет никаких швов, что тоже будет очень красиво. То есть, смотрите, мы сейчас будем набирать вот эту воздушную цепочку. Я вязала вот отсюда. Потом вывяжем несколько рядов, нужное количество. Вот мой изначально набранный прямоугольничек. И вот идет он вот сюда на спинку. То есть нам сейчас нужно набирать такое количество воздушных петель, то есть чтобы у нас здесь было первый край под грудью, переходил на плечико и закончился на спинке ровно на этом же месте. То есть, грубо говоря, сзади груди на спинке. Здесь я набирала 113 воздушных петель. Вы набираете свое количество. Это зависит от плотности вязания, от того, какая у вас пряжа и так далее. Делаем закрепительную петельку, как обычно, и набираем воздушную цепочку. Далее со второй петельки от крючка за задние перемычки будем провязывать столбики без накида. Продеваем крючок, вот она первая перемычка от косички. Провязываем столбик без накида, обязательно отмечаем, чтобы петли первые и последние не терялись. Далее вот следующая перемычка, продеваем крючок, столбик без накида, следующая. И таким образом обвязываем всю воздушную цепочку. Подошли к самому концу, провязываем самую последнюю перемычку. Точно так же столбик без накида. В конце каждого ряда всегда делаем одну петлю подъема, разворачиваем всегда в одну и ту же сторону, чтобы были ровные края. И со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая, за заднюю перемычку. То есть сейчас будем вязать не за две полупетельки косички, а за заднюю перемычку, для того, чтобы у нас топ получился вот такой ребристый. За заднюю стеночку второй косички. Продеваем крючок, вытаскиваем нить и провязываем также столбики без накида. Эту первую петлю отмечаем. Все, и вот так за задние полупетельки также провязываем до конца столбики без накида. Подошли к самому концу, и я предлагаю, пока мы вывязываем вот эти длинные ряды прямоугольника, самые последние петли, отмеченные маркером, вот, что сначала, что с другого конца, провязывать за обе стеночки петли, то есть за всю косичку. Столбик без накида. Разворачиваем. Все, и точно так же со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая, за заднюю стеночку провязываем первый столбик без накида, отмечаем первую петлю. Все, и таким образом провязываем опять за задние стеночки косички, столбики без накида, доходим до конца, здесь в петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик без накида за обе стеночки. Все, и таким образом вяжем поворотными рядами нужное количество рядов.
Как понять, какое количество петель нужно набрать на воздушную цепочку для всей длины лямки? Есть несколько вариантов. Первый, вы просто примерно отталкиваясь от меня, можете набрать воздушную цепочку, потом связать один, максимум два ряда вот этих столбиков без накида. Длина лямки уже стабилизируется, она будет не уменьшаться и не увеличиваться больше. И вы примеряете на себя, смотрите. Вот этот край прям самый низ груди, здесь противоположный край на спинке. И если у вас получилась слишком длинная полоса, вы поймете, на какое количество петель нужно уменьшить и перевязать. Либо наоборот, если она у вас получилась слишком короткая, поймите, на какое количество петель нужно добавить и также перевяжите. Либо второй вариант, но он дольше, не знаю, есть ли смысл его делать, проще, мне кажется, первый вариант делать. Свяжите образец примерно 10 сантиметров, а также 1-2 ряда максимум, и отложите такое количество отрезков в нужную вам длину, то есть вы померите сантиметром от низа груди до противоположного места на спинке, то есть сколько у вас в сантиметрах это получилось, и отложите эти отрезки в это получившееся расстояние и посчитайте, какое количество петель вам нужно набирать. Итак, всего я провязала 4 ряда, у меня получился вот такой прямоугольничек. Смотрите, это вот эта полоса. А смотрите, какое количество рядов нужно провязать конкретно в вашем случае, вам никто не скажет. Тут даже высчитывать нет смысла. А здесь зависит от объема вашей груди, от желаемой ширины вот этой вот чашечки. Поэтому все нужно смотреть, вязать, примерять и так далее. У меня уже есть какая-то насмотренность, потому что я очень часто вяжу, поэтому я сразу же с первого раза примерно поняла, что вот мне нужна вот примерно вот такой ширины полосочка. Кстати, точно такое же количество рядов мы и закончим вязать чашечку. Если у вас нет насмотренности или примерного понимания, как это должно выглядеть, ничего страшного, провяжите один вариант, раз смотрите что-то не то, перевяжите примерно вот с учетом того, что вы хотели бы получить заново. Итак, смотрите, чтобы было понятно. Вот сейчас мы провязали вот эту часть, то есть у меня одна полоса, это 2 ряда, чтобы здесь много полос не чертить. То есть сейчас мы провязали вот эту вот полосочку, и от нее сейчас будем вывязывать вот эти укороченные рядочки. Вот они, видите, как лесенка с этой стороны. Количество вот этих укороченных рядов тоже вам никто не скажет, это тоже надо примерять каждый раз, смотреть, все ли вам нравится. Но давайте я вам покажу, что получилось конкретно у меня. Итак, я заканчиваю вязать прямоугольник в последнюю петлю, отмеченную маркером. Привязываю, как обычно, столбик без накида за обе петельки, петля подъема, разворачиваем. Все, и с этого момента конкретно я начинаю вывязывать укороченные ряды. Смотрите, опять же, примерно на глаз я поняла, что вот этот укороченный ряд должен примерно вот на этом уровне быть. Это у меня 18 петель. Поэтому отсюда я сейчас провяжу просто наверх 18 столбиков без накида опять. Со второй петли от крючка за заднюю стеночку провязываю. В моем случае 18 столбиков без накида. Готово. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем и вяжем вниз. Также просто со второй петли от крючка столбики без накида. Первую вот эту отмечаем, чтобы ее не потерять. Все, и провязываем до нижнего края. Здесь, когда будем подходить к нижнему краю, я вам не буду каждый раз говорить, что здесь у нас будет прямой край, и провязываем каждый раз за обе стеночки петли, потому что вы это и так уже знаете. Так, петля подъема, разворачиваемся. Далее провязываем опять наверх и вплоть до маркера. Подошли к маркеру сверху, в него провязываем столбик без накида. Здесь, когда вяжем по укороченным рядам, всегда провязываем также за заднюю стеночку, то есть не за 2 петли. Так, в столбик, отмеченный маркером, провязали столбик без накида. Далее опускаемся на вот этот край. Смотрите, здесь вот эта вытянутая петелька, она у нас занята. Вот это самая первая свободная. Вот в нее также за заднюю стеночку провязываем столбик без накида первый. В следующую петельку за заднюю стеночку столбик без накида второй. Петля подъема разворачиваем. Со второй петельки от крючка за заднюю стеночку провязываем до низа. Петлю, как обычно, провязываем. Петля подъема разворачиваем. Далее опять вяжем наверх, вплоть до маркера. Опять подошли к маркеру. В него провязываем за заднюю стеночку столбик без накида. Далее опять опускаемся вниз на этот край. Вот она вытянутая, она как бы занята петелька. Вот она первая свободная за заднюю стеночку. Первый столбик без накида. Следующая петля за заднюю стеночку. Второй. Опять петля подъема, разворачиваемся, вяжем до низа. Опять подошли к нижнему краю, провязываем столбик. Петля подъема, разворачиваем. Все, я думаю, вы уже поняли принцип, как мы подсоединяемся вот этими укороченными рядочками к вот этому краю. То есть сейчас вам нужно провязать нужное количество рядов и остановиться на том моменте, где у вас будет как бы середина чашечки.
Итак, смотрите, что получилось. Вот это одна ступенька, это 2 ряда. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ступенек. 7-я ступенька будет как бы самая центровая. И сейчас, то есть здесь осталось 6 ступенек. И сейчас мы здесь провяжем 6 укороченных ступенек в обратную сторону. Итак, смотрите, от низа провязываем до маркера, не довязывая 2 петли. Вот осталось 2 непровязанные петельки, 1 и 2 отмечены маркером. Мы их оставляем не провязанными. Сейчас делаем петлю подъема, разворачиваем и вяжем до низа опять со 2 петельки от крючка. Как обычно, эту первую обязательно отмечаем. Далее опять вяжем кверху до маркера, не довязывая 2 петли. Опять оставили 2 непровязанные петельки. Делаем петлю подъема, разворачиваем, вяжем до нижнего края. Все, и аналогичным образом продолжаем вязание рядов вот этих укороченных. То есть, смотрите еще раз, вот это наша самая центровая. Вот в моем случае, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот этих ступенек. И точно такое же количество здесь должно быть. То есть я провязала сейчас 2, 1, 2, и еще провяжу 4. Готово, провязала 6 ступенек. И сейчас будем с этой стороны вязать ответную часть, то есть точно такую же полоску, и параллельно соединяться с вот этой первой. То есть вот эту полосочку сейчас будем вывязывать. Снизу, как обычно, закончилось вязание. Сделала петлю подъема. Вяжем в обратную сторону, как обычно, наверх со 2 петли от крючка. Первую петлю отмечаем и провязываем, как обычно, до маркера. Подошли к маркеру. В маркер за заднюю стеночку провязываем столбик без накида. Далее опускаемся на вот эту ступеньку. Помните, мы здесь оставляли по 2 петельки недовязанные. Сначала в одну, далее в следующую с самого краешку. Далее опять 2 петли. Продеваем сначала в одну, во вторую. Все, и таким образом закрываем все вот эти ступеньки. Подошли к самой последней ступеньке. Провязываем все то же самое. И продолжаем вязать по вот этому краю. Смотрите, поймите, в какую петельку точно попасть, потому что вот, смотрите, вот эта вытянутая, она у нас задействована. Вот прям в следующую свободную. Также за заднюю стеночку косички. Все, и продолжаем провязывать так до самого конца. Подошли к краю лямки, провязываем в петлю, отмеченную маркером, за обе стеночки. Столбик без накида. Это я провязала первый ряд. Все, и сейчас вяжем в обратную сторону, просто поворотными рядами, аналогичное количество рядов, как мы связали с самого начала. У меня это было 4 ряда, соответственно, я сейчас еще провяжу 3 ряда. Когда довязали нужное количество рядов, здесь можно сделать закрепительную петлю, нить обрезаем, и можно спрятать ее на изнаночной стороне в петлях. И так как я уже сказала, нам нужно связать 2 абсолютно идентичные детали. Конечно же, лучше вязать их параллельно, потому что если вы свяжете сначала первую, потом приступите ко второй, есть вероятность, что они будут различаться по размерам. Одна будет больше другой, скорее всего, потому что вы просто начнете вязать чуть туже, либо наоборот более расслабленно. Толщину лямки, я думаю, вы уже поняли, как регулировать. То есть, к примеру, вам она нужна потолще. В самом начале мы просто провязываем большее количество рядов. Например, вы провязали там в ширину полосочки у вас 3 сантиметра, умножаете на 2, и вот такой толщины она у вас будет. То есть можно это с легкостью регулировать. Далее, смотрите, на деталях у нас получилась как бы изнаночная и лицевая сторона. Вы это увидите. Смотрите, вот с одной стороны у нас вот здесь более гладкие ступеньки получились, а вот тут более выраженные. Я предлагаю именно вот этот вариант сделать с изнанки, изнаночной. Полноту, ширину чашки мы регулируем количеством вот этих рядов внутри, то есть вот между вот этими полосками тоже вы провязываете именно свое количество, не отталкивайтесь от меня. Вид вот этих чашечек тоже может быть разный. Например, вы наберете здесь не вот такое большое количество петель на вот эту высоту, она может быть маленькой, то есть у вас здесь получится маленький треугольник, то есть смотрите наглядно, примерно, да? Здесь, видите, такое вытянутая получится чашечка за счет того, что мы набираем здесь в самом начале большее количество петель на вот эти ряды укороченные. А вот это получится чуть другая, меньшего размера чашечка. Не такая вытянутая. И за счет того, что мы в самом начале набирали меньшее количество петель на укороченные ряды. Все, и сейчас уже будем вывязывать нижнюю часть. А так, смотрите, начинаем с набора воздушной цепочки. То есть мы сейчас наберем воздушную цепочку здесь, подсоединимся к первой чашечке. Если вы хотите, можете делать вот так вот, скрепляя их вместе. То есть это зависит от того, как вы хотите, чтобы это смотрелось, насколько широкими они у вас получились. Либо мы сделаем воздушную цепочку из нескольких петель, так, чтобы они были на расстоянии чашечки. Потом подсоединимся к этой чашечке.
чашки и наберем здесь с этого края аналогичное количество петель. И будем провязывать просто самый обычный прямоугольник, также поворотными рядами, точно таким же узором. Итак, я примерно поняла, что мне нужно на начало воздушной цепочки набрать 30 воздушных петель. У вас может быть свое количество. Набираем. Далее располагаем вот таким образом чашечки лицевой стороной к нам. Вот эту воздушную цепочку сейчас подсоединяем к первой чашечке. Так, сейчас провязываем в любую самую первую виднеющуюся петельку в уголочке. Так, смотрите, сейчас вы запоминаете, в какие места продеваете крючок на этой чашке, чтобы продевать в аналогичные на этой, чтобы было более-менее ровное количество петель. Далее, смотрите, можно вот в вот эту впадинку, которая до косички как бы. Далее можно в косичку, вот прям в самую верхушку. Далее вот впадинка между косичками. Далее опять в косичку, вот прям здесь отверстие виднеется, очень удобно. Опять впадинка, все, и таким образом провязываем по первой чашке. Подошли к самому уголочку, прям вот в самую последнюю петельку, ну вот прям вот здесь с краю, там где у нас был маркер. Провязали. Далее, если нужно, набираем какое-то количество воздушных петель. Если вы хотите, чтобы чашки были на расстоянии, все это примерьте, посмотрите, как смотрится. Я буду делать без этого промежутка, потому что я померила. В принципе, я его делать не хочу. Все, и прям тут же подсоединяемся, точно так же, как и на первой чашечке, в самый уголок. Потуже, чтобы эта петелька не растягивалась. Все, и провязываем прям аналогично в те же самые места до конца. Подошли к самому концу, опять в самую угловую петлю провязываем последний столбик. И набираем на воздушную цепочку аналогичное количество воздушных петель. Я набираю 30 петель. Далее со второй петельки от крючка за заднюю перемычку провязываем столбики без накида. То есть, в принципе, делаем все то же самое, как мы вязали в самом начале прямоугольники, полоски прямоугольники. Первые всегда петли отмечаем. И так по вот этим получившимся перемычкам провязываем от самого начала до конца. Когда обвязали воздушную цепочку, подошли к чашке, здесь можно провязывать вот здесь прям за обе стеночки косички, за всю петлю столбики без накида. Так будет удобнее. Все, таким образом провязываем все чашки. А по воздушной цепочке провязываем за задние перемычки. Довязываем последнюю перемычку на противоположной воздушной цепочке. Петля подъема, разворачиваем. Со второй петли от крючка за заднюю стеночку провязываем столбики без накида. И таким образом мы соблюдаем такой же ребристый рисунок, как и здесь, и провязываем нужное количество рядов. Итак, вот что у меня получилось. Всего я провязала 23 ряда. В ширину получилось 10 сантиметров, в длину 65 сантиметров. И можно придумать несколько вариантов, как это может выглядеть на спинке. Я, например, буду сшивать, то есть у меня будет шовчик вот здесь ровно посередине спинки. Можно было бы связать вот эти части чуть-чуть покороче, чтобы между ними было какое-то расстояние, и просто связать из нашей пряжи воздушную цепочку. Будет такая косичка, шнурочек, и сделать просто шнуровку. Начинаем сшивать, прикладываем друг к другу лицевой стороной две эти части, состыковываем так, чтобы вот эти бугорочки совпадали у одной и на другой стороне, чтобы все было ровненько. Так, смотрите, вот здесь у меня закончилось вязание. Продеваю крючок на противоположной стороне в идентичное место, и можно провязывать соединительные столбики. Далее вот состыковали и провязываем в одно место на одной детали, в аналогичное другой, и соединительный столбик. Далее вот ложбинки, грубо говоря, между косичками, и соединительный столбик. Все, и таким образом провязываем до конца ряда. Эти соединительные столбики туго не затягиваем, чтобы у нас вот здесь край был в расслабленном положении, такой ровненький, чтобы у нас не стягивался. Провязываем последние петли. Можно сделать здесь именно столбик без накида. Все, ниточку обрезаем, вытаскиваем хвостик, и можно спрятать его вот так в шовчик. И нам сейчас осталось решить что-то с лямочками. Смотрите, кстати говоря, можно завязывать вот так вот на шее сзади на узелок. Классно получится. Можно просто по прямой вот так пришить их сзади.
на спинке, а можно вот так крест-накрест. И вот, скорее всего, вот такой вариант я выберу, такой необычный. Мы вроде так еще раз не делали ни разу. Примерьте перед зеркалом, посмотрите, на каком уровне лучше их расположить. И сейчас вот так с изнаночной стороны будем пришивать иголкой. Итак, вот это моя лицевая сторона. Прикладываю вот таким образом. Все, и в принципе вот так прям насквозь. Сначала в лямочку продеваем, потом можно вот здесь по краю, вот в эти петельки. Так, оставляем небольшой хвостик. Все, и вот таким образом просто стежками прикрепляем. Вот здесь провязали последний стежок. Также можно оставить небольшой хвостик. Отрезаем, выводим на изнанку. И там можно завязать на несколько узелочков и обрезаем. Наш топ полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!